Представим ситуацию. У нас есть хороший аналогоцифровой преобразователь. В даташите заявлена высокая разрядность, хорошее отношение сигнал-шум и малая интегральная нелинейность. Мы подключаем к нему датчик. Сигнал медленный. На первый взгляд ничего сложного. Источник напряжения, дорожка на плате, вход АЦП, цифровой код на выходе. Но в реальной плате начинается странное. Младшие биты хаотично дрожат. При увеличении времени выборки показания становятся стабильнее, а иногда результат начинает зависеть даже от того, какой канал измерялся перед этим. Все узлы по отдельности работают замечательно, номиналы компонентов соответствуют расчету, но вся система измеряет хуже, чем должна. Почему? Потому что вход АЦП физически влияет на измерительный тракт. В этом выпуске мы разберем именно этот момент, что происходит внутри АЦП за микросекунды до того, как появляется цифровой код. Именно здесь часто теряются младшие биты. Начнем с модели, которая часто вводит в заблуждение. Одно из распространенных заблуждений — представлять АЦП как устройство с бесконечно большим входным сопротивлением. Да, в низкочастотном приближении такая модель иногда выглядит правдоподобно, входной ток мал. Но для АЦП последовательного приближения такая модель неполная. Проблема не в статическом входном токе, а в динамике. Внутри преобразователя есть ключи, паразитные емкости, емкость выборки хранения или емкостной ЦАП. В определенный момент времени эта внутренняя емкостная структура подключается к внешнему источнику сигнала. И в этот момент вход АЦП становится емкостной нагрузкой. Поэтому вопрос одного только входного сопротивления уже не описывает всю картину, а правильный вопрос звучит так. Какой заряд должен передать источник за время окна выборки, чтобы внутренняя емкость установилась с требуемой точностью? Если в статической модели вход АЦП почти не потребляет ток, то в динамической модели вход должен получить заряд за ограниченное время, и это сильно меняет наше представление о том, как работает входная цепь АЦП. Чтобы понять, где именно появляется ошибка, посмотрим на внутренний цикл работы преобразователя. Здесь мы рассматриваем АЦП последовательного приближения. Перед преобразованием входной сигнал подключается к внутренней емкостной структуре. В упрощенной модели это емкость выборки хранения. В реальном преобразователе это может быть емкостной массив, который затем участвует в самом процессе последовательного приближения. Первый этап — фаза выборки. В даташитах ее часто называют acquisition phase, интервал, в течение которого входная емкость должна успеть принять правильный заряд. Затем ключ размыкается. Это фаза хранения. После этого начинается фаза последовательного приближения. Внутренняя логика переключает емкостной массив. Компаратор сравнивает внутреннее напряжение с порогами. Регистр последовательного приближения, бит за битом, формирует цифровой код. Если к концу фазы выборки внутренний узел не установился, дальше преобразователь честно обработает неправильное напряжение. На графике это может быть почти незаметный зазор, но в цифровом коде этот зазор может оказаться больше одного младшего разряда. Теперь нужно временно перестать думать только в терминах напряжения. Входной процесс здесь определяется не только напряжением, но и переносом заряда. Базовая связь простая. Заряд на емкости равен емкости, умноженной на напряжение. Вывод из этой формулы такой. Если напряжение на емкости изменилось, значит через цепь должен был пройти заряд. А если заряд проходит через конечное сопротивление, процесс занимает время. Теперь представим, что внутренняя емкость АЦП перед выборкой имела одно напряжение, а внешний источник имеет другое. В момент замыкания ключа начинается перераспределение заряда. Источник должен либо передать заряд в емкость, либо принять заряд обратно. Этот процесс идет через конечное сопротивление, поэтому он не может быть мгновенным. Скорость этого движения задает постоянное времени. В формуле важно слово total. Это не один резистор, а вся цепь перед емкостью. Сопротивление источника, сопротивление мультиплексора, защитный резистор, сопротивление внутреннего ключа — все это складывается в постоянную времени. Если источник низкоомный и быстрый, внутренний узел успевает установиться. Если же источник высокоомный или перед входом стоит мультиплексор, защитный резистор, входной фильтр или медленный буфер, напряжение на внутренней емкости может не дойти до нужного значения до конца окна выборки. Это порождает ошибку установления. Но ошибка установления не единственное, что связано с этой внутренней емкостью. На самой границе фазы выборки возникает еще один важный эффект – короткий коммутационный импульс. Это самый первый момент фазы выборки, когда внутренний ключ замыкается и емкостная структура преобразователя подключается к внешнему входу.
В англоязычной документации этот начальный переход часто называют input kickback или charge kickback. В русскоязычных материалах встречаются варианты обратный выброс заряда, зарядовый выброс или шум зарядовых выбросов. В момент подключения внутренней емкости возникает короткий коммутационный импульс тока. Входное напряжение может слегка просесть или подпрыгнуть, а затем начинается установление. Успеет ли входной узел восстановиться до правильного уровня до того, как ключ разомкнется? В худшем случае в цифровом коде остается след коммутационного импульса и незавершенного установления. Теперь вопрос становится численным. Насколько малой должна быть остаточная ошибка к моменту размыкания ключа? Для n-разрядного АЦП весь диапазон опорного напряжения делится на 2 в степени n уровней. Поэтому один младший разряд равен опорному напряжению, деленному на 2 в степени n. Эта формула задает размер одного шага цифрового кода. Но для ошибки установления нам нужен не весь младший разряд. Чтобы остаточная ошибка не изменила результат преобразования, она должна быть меньше половины этого шага. Поэтому допуск становится в 2 раза жестче. Теперь связываем это с физикой РЦ-цепи. После возмущения ошибка не исчезает мгновенно. Она убывает по экспоненте. В начальный момент есть исходная ошибка. Через время выборки от нее остается экспоненциальный хвост. Если считать худший случай, когда начальный скачок близок к полной шкале, получаем требования ко времени выборки. В худшем случае нужно, чтобы ошибка уменьшалась примерно в течение n плюс 1 умножить на натуральный логарифм двойки постоянных времени. Для 16-разрядного АЦП это около 11,8 постоянных времени. Именно столько нужно, чтобы остаточная ошибка стала меньше половины младшего разряда. А если раскрыть постоянную времени через сопротивление и емкость, получаем более прикладную форму. На первый взгляд требование растет не катастрофически, здесь логарифм, а не степень, но особенность здесь в другом. С ростом разрядности допустимая ошибка становится микроскопической. Для 12 бит половина младшего разряда — это примерно 1/8000 полной шкалы. Для 16 бит примерно 1/131 полной шкалы. Та же самая экспонента, тот же источник, та же емкость и то же время выборки могут быть вполне достаточны для 12 бит, но не подойдут для 16 бит. Именно поэтому простое переключение АЦП в режим большей разрядности не создает точность автоматически. Если время выборки, сопротивление источника и входная емкостная структура остались прежними, дополнительные биты могут показывать не сигнал, они могут показывать хвост переходного процесса. Это важный вывод. Высокая разрядность не делает вход точнее, она делает требования к входной цепи жестче. Теперь посмотрим на числа. Возьмем упрощенный, но показательный пример. Пусть у нас есть 16-разрядный АЦП последовательного приближения с опорным напряжением 4,96 вольта. Один младший разряд равен 4,96 вольта, деленному на 65536. То есть один шаг кода всего 62,5 микровольта, а половина младшего разряда примерно 31 микровольт. Теперь зададим простую модель входа. Эффективная емкость входной структуры 20 пикофарад. Суммарное сопротивление перед ней вместе с источником и ключом 10 килоом. Постоянное времени равна сопротивлению, умноженному на емкость. Получается 200 наносекунд. Но для 16-разрядного худшего случая одной постоянной времени недостаточно. Нужно примерно 11,8 постоянных времени. Умножаем 11,8 на 200 наносекунд. Получаем требуемое время выборки порядка 2,36 микросекунды. Теперь сравним это с более коротким окном выборки. Например, если в настройках АЦП или микроконтроллера фактическое окно выборки получилось всего 500 наносекунд, это только 2,5 постоянных времени. За такое время остаточная ошибка еще не успеет уменьшиться до уровня, требуемого для 16-разрядной точности. В реальной системе добавятся емкости дорожек, сопротивление мультиплексора, защитные элементы, динамика драйвера, входной фильтр и паразитные связи. Что все это значит для реального проекта? Если ваш АЦП шумит, забудьте пока про цифровые фильтры и эффективное число бит. А сначала проверьте фазу выборки, суммарное сопротивление перед входом, эффективную входную емкость, реальное время выборки, максимальный скачок между измерениями и допустимую ошибку в долях младшего разряда. Если это не сходится, шум, эффективное число бит и цифровую фильтрацию обсуждать рано. Цифровая часть уже получает значение, захваченное с аналоговой ошибкой.
Главный вывод этой части простой. Паспортная разрядность АЦП — это только потенциал. Реальная точность появляется только если входной тракт успевает зарядить внутреннюю емкость до нужного допуска за время окна выборки. Отсюда сразу напрашивается решение — поставить перед входом внешний конденсатор как локальный запас заряда. Он действительно может уменьшить входной коммутационный импульс, но этот конденсатор создает новую задачу. Теперь уже операционный усилитель должен быстро и устойчиво работать с емкостной нагрузкой. В следующем выпуске разберем входной РЦ-фильтр и драйвер АЦП, как они помогают, где ломают устойчивость и почему поставить конденсатор побольше — это не расчет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.